Всем доброй ночи. Итак, дарю вам следующую работу. Вы знаете, что в магии есть такое понятие, как предмет-посредник. Поскольку для того, чтобы духи могли выйти на связь к нам, нужно, чтобы был человек, который передает их волю. Нужны определенные артефакты, предметы, их и называют предмет-посредник. Передают они через людей эти знания. Эти люди пишут книги, оставляют потомкам. Книги-посредники становятся мостом, соединяющим человека с миром духов. Далее есть зеркала-посредники, заговоренные, вселенные. Туда вселяют духов, и человек может, то есть человек знающий, да, одаренный, кому дана эта сила, через это зеркало он может видеть, ясновидеть. Он может увидеть определенные события через зеркальную тать. Предметы власти, которые переходят от одного правителя к другому, уже, знаете, насыщенные силой власти. Почему они переходят? Это не только атрибуты власти. С каждым новым правителем они усиливаются. Все больше и больше вселяются в эти предметы сила власти. И поэтому чем древнее династия, чем больше предметов-посредников. И ведь эти предметы-посредники, вот, например, у английских королей, они передаются из поколения в поколение. Их, если даже передают своим дочерям и сыновьям, и снохам, чтобы они носили короны, там различные атрибуты власти, но они принадлежат семье, они принадлежат короне. Они никуда не имеют права их отдавать или продавать. То есть это не их собственность, это все принадлежит династии. Вот это предметы-посредники. Я об этом уже снимала, говорила, но как-нибудь еще как бы сниму и вот нацелена об этих предметах-посредниках с вами поговорю. Теперь есть кольцо власти, но этот ритуал можно провести только практиком. Есть другие работы, да, венчание с удачей, где тоже требуется кольцо. Есть талисманы, есть ключи, на которых нужно заговорить и носить с собой. Таких работ я вам дарила достаточное количество. Сегодня я хочу подарить еще один такой вариант, еще одну такую работу. Кольцо фортуны. Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за этот подарок. Эту фортуну мне отправила вчера в подарок. Ну, точнее, вчера забрали с почты Евгения из города Буденновск. Просто там были откупы и один подарок. Вот я не стала снимать, поскольку обычно откупы вместе с подарками я показываю. Но когда одни откупы, как-то, нет смысла, не вижу откупы показывать. Но один подарок был вот эта красавица. Это фирма, насколько помню, Веронезе. Она выпускает разного типа, то есть и бесцветные, то есть бронзовые и такое. Это очень такой тяжелый и из искусственного камня. Просто бывает иногда, сейчас продают не у всех. Они качественные. Лучше заплатить чуть подороже, но купить для себя или если вы дарите хорошую работу фортуны, чтобы она была надолго, на много лет, а может быть и на сотни лет, если будут беречь и передавать по-человечески друг другу, то он может служить очень долго.
И боги вообще ценят, когда их амулеты и талисманы делают из дорогих металлов, да, драгоценных камней и статуи изваяния. Не просто так в древние времена из мрамора, значит, изготавливали. Отойди, Зена, отвлекаешь. Статуи богов из дорогих материалов, из дорогих камней. Они это ценят и воздают, естественно, обратно той же монетой. Ей очень интересно, что я тут делаю, поэтому она будет тут ходить, сейчас ляжет и все, и отстанет от нас. Только не храпеть. Итак, дорогие друзья, сегодня я подарю вам заговор, по которому вы можете заговорить кольцо. Я вам уже объясняла, и еще раз рекомендую посмотреть «Ключ, замок, язык» или «Тайна заговоров». Вот эти мои лекции, в них объясняется, как составляются заговоры, что они есть различные. Есть этнические заговоры, есть заговоры и ритуалы в форме диалога, есть вопрос-ответ. Вот здесь с нами, то есть у нас будет форма диалога. Есть такое понятие, как параллельная реальность или сюрреальность, которая создается в нашей голове. Визуальная реальность, она похожа чем-то, не одинаковая, но чем-то похожая у них. И они, собственно говоря, переносятся потом в нашу реальность, реальную жизнь. И здесь мы с вами сыграем в таком мини-спектакле передача и получение, благословение передачи и получение кольца. Вы как бы символически берете ее у фортуны. Для проведения этого ритуала желательно, чтобы у вас был богатый алтарь. Как вы украсите алтарь? Это ваше желание. Можете золотые свечи зажигать, можете серебряные, можете красные, зеленые. Алтарь может быть черный, зеленый, красный. Атрибуты богатства могут быть монеты, деньги, может быть статуя фортуны, а может быть просто красная, зеленая или золотистый, то есть золотистый алтарь, ткань имею в виду, черный алтарь. И посреди, значит, алтаря просто кольцо, которое вы заговорите. Но если вы окружаете это кольцо предметами роскоши, если вы создаете достойный алтарь, это уважение к богине Фортуне, то эта работа получается намного лучше и сильнее. Объясняю, почему так говорю, потому что есть люди, которым нужны такие работы, но пока у них нету вот таких украшений и прочее. Я за эти годы поняла, что люди начали следовать моему примеру, и у них такие же богатые, красивые алтари. Они стали украшать фортуну, они стали приобретать несколько фортун. Это очень приятно, когда люди вникают и понимают то, чему ты их учишь, что в твоем доме должен быть алтарь богатства и роскоши, и оно будет притягивать, понимаете, вашу жизнь. И что когда вы создаете алтари, где просите имущество, денег, благополучия, то эти алтари должны быть тематические, они должны соответствовать тому, что ты хочешь, что ты просишь и что ты хочешь получить от судьбы. Это приятно. И за несколько лет, собственно говоря, вот люди приходят и пишут, знаете, за 2-3 года у меня точно так же собралось огромное количество камней. Я раньше не особо носила, потом начала обращать на это внимание. Носите. Есть у вас возможность, друзья мои, покупайте, носите. Пусть у вас будут коллекции. После вас это останется вашим детям. Никуда оно не денется. Пройдут годы, века пройдут. Этих мастеров, естественно, уже не будет. И такого типа работ тоже не будет. Это будут дорогие семейные, династические украшения. И никогда не продавайте украшения своих бабушек, дедушек. Они носители их силы. Носители силы вашей династии копятся. Понимаете? Если вы не из богатой семьи, то пусть богатая семья начинается от вас. Итак, кольцо может быть любое.
Вы можете маленькое колечко заговорить и носить постоянно. Можете заговорить и прятать дома. Но это должно быть ваше кольцо. Это должно быть не бижутерия. Или серебро, или золото. Белое золото, вот как здесь. Камень натуральный, желательно натуральный камень. Здесь циркон. Английский или королевский циркон. Я вам показывала это кольцо, Элизабет. Это копия кольца Элизабет Тейлор. Я специально заказала, потому что не могла найти именно копию. То, что мне хотелось. И сделали просто копию. Даже вот грань, то есть огранка, неправильно сказала, огранка камня полностью такая же, как и на том кольце. И маленькие камни, большие, и вот эти вот обхваты такие же. Ну, хотелось мне копию этого кольца, она мне очень понравилась. Когда это кольцо было на руке Тейлор, сестра Елизаветы II, Маргарет, по-моему, да, принцесса Маргарет, известная скандальная особа, она посмотрела и сказала: ой, как же это вульгарно, какое оно огромное. И попросила померить кольцо. И когда надела на палец, и ей очень понравилось, не хотела снимать долгое время, то есть Элизабет Тейлор с улыбкой сказала: ну что, уже не вульгарно, правда? То есть это как всегда, да, если не мое, то... Конечно, у них есть возможность и не такое кольцо себе позволить купить, но у них есть традиция, они не могут себе позволить такие крупнейшие украшения, именно украшения. Ой, все, это мои собаки. Арчик иногда всех достает и начинает его кусать. Так вот, такое кольцо они могут себе, естественно, позволить, у них и не такие есть богатства, но нельзя носить по этикету такие огромные украшения. Ну, по крайней мере, семейная традиция у них как-то не позволяет им это делать. Итак, вот я решила это кольцо заговорить. Мне вот хочется, чтобы это кольцо притягивало новые возможности, новые деньги. Я говорила вам и повторяюсь. Вы проводите ритуал и забывайте про этот ритуал. Но ритуал про вас не забывает. Это не указание, что надо забыть. Но обычно так происходит. Человек проводит и забывает. Не ждите, пока вот прям представится такой случай, что обязательно надо вызвать деньги или что-то еще специально надо читать. Начитывайте просто время от времени, усиливайте свою связь с денежной силой. И через некоторое время вы заметите, что все эти ваши заговоры, обряды, ритуалы, обращения, они начали давать свои плоды. И времени пройдет не особо много. Может, недели 2, может, месяц. В принципе, это для самых непробиваемых. Итак, держите кольцо в руке, начитываете 6 раз, после чего кольцо можете носить, можете спрятать. И если у вас есть какие-то важные дела, вы можете пойти за этими делами, да, решая эти дела в этом кольце, надевая на палец. Если вы, предположим, продаете и вам, работаете на себя, можете носить это кольцо. Опасаетесь, если оно очень дорогое, значит, пускай дома будет. Может, вы дома работаете, значит, вы можете это кольцо открыть, положить рядом и начать свою работу. И весь день у вас будут звонки, заказы. Вы же заговариваете его на удачу, вы же берете это кольцо фортуны, подаренное ей вам. Знаете как, вот
есть различные традиции, особенно на Востоке, когда названный сын, то есть вот назвали этого ребенка их ребенком, и они несут за него ответственность. Названный дом. Человек, если у человека постоянно горит дом, есть такие семьи, в которых все время вот они строят, там покупают, закупаются, мебель, делают ремонт, через некоторое время начинает пожар, то есть горит. Они починили все, исправили, опять этот дом создали, купили, опять сгорел. То есть этим людям нельзя иметь дом. И приглашали своих ближайших друзей, которые приходили и говорили громко, определенный ритуал, заговор начитывался, объявляли домовому, что этот дом отныне их, названный их дом. И после этого переставали пожары. Вот таких традиций много. Вот здесь названное кольцо фортуны. Вы от ее лица называете это кольцо ее кольцом и берете у нее это себе в дар. Как я вам уже объясняла, это такой мини-диалог, заговор, который точно так же срабатывает, в своем стиле, естественно. Ритуалы, в которых я не говорю про откуп, я говорю и объясняю еще раз, что вы отдаете вот эту энергию радости. Пожалуйста, посмотрите сейчас уже забыла. Плата за удачу, добро и зло. Мой ролик, я там объясняю. Просто я устала повторять. Иногда читаю такие тупые комментарии внизу. Мне это надоело, правда. Боги всегда помогали людям, если люди к ним обращались. Потому что мы их дети. И дети имеют право у своих родителей попросить удачи и прочее. В этом ничего преступного нет. Вы же не просите чью-то жизнь, вы просите удачу для себя, для своих детей. Не может неудачливый, нищий человек быть счастливым, радостным, веселым, всех любить. Он всегда будет озлобленный, он всегда будет завистливый. Если ему есть нечего, ему не до высоких материй. Поэтому давайте вы будете изучать сначала канал, потом задавать такие вопросы, потому что мне настолько уже надоело вот это все, вот эту рабскую психологию исправлять. Хотите жить в нищете, живите. Если вы считаете, что вы за то, что просите удачу, должны, не знаю, отдать какую-то великую жертву, так и думайте, так и живите всю свою жизнь. Знаете, Генрих Форд еще говорил, если человек не хочет богатеть, то не нужно на этом настаивать. Может быть, его мечта умереть в нищете. Не хотят люди, придумывают себе всякие отговорки, чтобы оправдать свое бездействие, лень и нежелание двигаться. Объясняешь человеку, берите вот это, сделайте. Ой, а вы не можете, а я не знаю, а вот боюсь. А что там бояться? Что там бояться? Что там? Надо идти ночью на кладбищенский перекресток, 3 раза призывать сатану. Я не знаю, чего там бояться вообще? Просьба удачи, заговор. Не хотите, не хотят. Люди не хотят ничего для себя делать. И они вечно будут ходить, всех проклинать, всех ненавидеть, но ничего не поменяет в своей жизни. Таким людям не сюда. Вам не сюда. Вам к боженьке идите, плачьте, бейтесь головой об эти иконы, ставьте свечи и ждите, что оттуда кто-то вам поможет. Так и помрете, ожидая. А люди, которые хотят хорошо жить, хотят жить в достатке, хотят своим детям дать образование, купить им дома, понимаете, обеспечить их жизнь, а может и большего хотят, вот им сюда. И здесь нету поклонения деньгам. Наоборот, деньги должны служить человеку, а не человек деньгам. Те, кто поклоняются деньгам, они никогда ничего для себя, то есть они не наслаждаются жизнью. Они сидят на этих мешках денег и кушают хлеб с солью. Я таких людей тоже знала, у которых обои были прикреплены вот этими скрепками, понимаете? А у них огромное количество денег, они даже свет дома не включали.
Они даже булочку там жалели своим детям покупать за весь день. Денег не платили в школу за... Ну, все дети же платят, как бы там, кушают, приходят в столовую. Не платили, они богатейшие люди. Скандалили, пытались найти какие-то лазейки, что им положено и так далее. И такие есть люди. Вот они служат деньгам. А здесь люди делают так, чтобы деньги им служили, их нужде, их желаниям, понимаете? За деньги вы едете в путешествие, видите мир, за все надо платить, правильно? Вас никто бесплатно никуда не отвезет и бесплатно в отель не поселят. За деньги кого-то лечите, за деньги покупаете там кормы, вкусняшки собакам, кошкам, своим или чужим и так далее. За все нужно платить, а это значит, что мы работаем, чтобы эти деньги служили нам, чтобы насладиться этой жизнью, купить что-то, оставить своим детям. Служат деньги нам, и надо правильно их призывать и правильно ими распоряжаться. Вот и все. Итак, я 6 раз не прочитаю, но вам нужно будет 6 раз прочитать. После чего вы можете алтарь собрать, это кольцо куда-нибудь положить. Я объяснила, как носить это кольцо, применять это кольцо. Может, просто это кольцо может лежать дома. Через некоторое время возьмите, повторите. Ну вот, предположим, через там полгода. Усиливайте время от времени свои ритуалы. Великая богиня на золотом троне восседает и своих детей к себе призывает. Я тоже к ней на поклон пойду. К ее золотому трону подойду, поклонюсь ей и поцелую ей руку. Благослови меня, матушка, удача. Благословляю, скажет мне она, и подарит мне свое кольцо с руки. Носи это кольцо, велит она мне, храни и береги. С этим кольцом дарю тебе удачу, богатство, славу добрую в придачу. Я возьму кольцо и поклонюсь богине. Я удачлива, богата отныне, ношу на руке удачу. Деньги текут рекой в мой карман. С юга, с запада, с востока и с севера, со всех дорог и со всех порог. Земное везение собирается и ко мне направляется. Кольцо на руке, деньги в сундуке, меха в шкафах, золото и серебро в закромах. На руке моей тебе быть, мне богатство и удачу дарить. Ключ, замок, сказано сбудется, заклинаю. Если вы на руке не носите или не будете носить, лучше сказать, например, в доме моем тебе быть, мне богатство и удачу дарить. Хочу вам сказать, что этот ритуал я несколько дней откладывала, потому что хотела заказать фортуну вот такую, цветастую, то есть вот такую цветную. Именно на троне, потому что здесь слова «на троне». И смотрела эти каталоги, потом думаю, ну ладно, у меня есть там, она бронзовая, ну проведу пока, а потом как-нибудь. И представляете, мне Яна говорит, придете снимать там подарки, но в основном откупы, но там есть еще подарки. Я говорю, ну ладно, пошла. Не стала снимать, потому что откупы снимать и прочее, ну, с подарками еще ладно, а так отдельно как-то не очень. И как зашла, я подумала, может, я не говорила, чтобы она заказала. Может, сказала и забыла. И она говорит, нет, это подарок. Вот так вот нас слышат силой, понимаете? Это тоже знак, что она пришла именно тогда, когда вот в эти дни я пыталась найти как бы ее, вот эту цветную версию, но не у этих горе-мастеров, а у профессиональных, то есть производителей, создателей этих статуэток, чтобы оно было качественное. И она пришла. Это о чем-то говорит, правда? Итак, читаю еще раз. Великая богиня на золотом троне восседает и своих детей к себе призывает. Я тоже к ней на поклон пойду. К ее золотому трону подойду, поклонюсь ей и поцелую ей руку. Благослови меня, матушка, удача. Благословляю, скажет мне она, и подарит мне свое кольцо с руки. Носи это кольцо, велит она мне, храни и береги. С этим кольцом дарю тебе удачу, богатство и славу добрую в придачу. Я возьму кольцо и поклонюсь богине. Я удачлива, богата отныне,
Ношу на руке удачу, деньги текут рекой в мой карман. С юга, с запада, с востока и севера, со всех дорог и со всех порогов. Порогов, извиняюсь, неправильно. Земное везение собирается и ко мне направляется. Кольцо на руке, деньги в сундуке, меха в шкафах, золото и серебро в закромах. На руке моей тебе быть, мне богатство и удачу дарить. Ключ, замок, сказано, сбудется, заклинаю. Когда я говорю добрую славу, это не случайно. Каждое слово в моих заговорах, оно не просто так там. Каждое слово запланировано, и каждое слово имеет значение. Я объясню почему. Потому что слава может быть разная. Правда? Слава может быть и скандальная, и нехорошая, и злая. Желательно добрую славу иметь, если уж славу. Великая богиня на золотом троне восседает и своих детей к себе призывает. Я тоже к ней на поклон пойду, к ее золотому трону подойду. Поклонюсь ей и поцелую ей руку. Благослови меня, матушка удача. Благословляю, скажет мне она, и подарит мне свое кольцо с руки. Неси это кольцо, носи это кольцо. Все, семья отвлекает. Велит она мне, храни и береги. С этим кольцом дарю тебе удачу. Богатство и славу добрую в придачу. Я возьму кольцо и поклонюсь богине. Я удачлива, богата отныне. Ношу на руке удачу. Деньги текут рекой в мой карман. С юга, с запада, с востока и севера, со всех дорог и со всех порогов. Земное везение собирается и ко мне направляется. Кольцо на руке, деньги в сундуке, меха в шкафах, золото и серебро в закромах. На руке моей тебе быть, мне богатство и удачу дарить. Ключ, замок. Сказано, сбудется. Заклинаю. Итак, друзья мои, желаю вам всем удачи. Проводите, и чем больше у вас будут заговоренные предметы дома, чем больше у вас будет предметы-посредники, тем сильнее будет ваша связь с силами удачи, с богами удачи, с богами денег. А это очень важно. Это очень важно, потому что деньги решают, если не все, то многое. Да, любовь за деньги не купишь. Это точно. Но здоровье можно купить. Хотя все говорят, да ну, не да ну, а ну да. Потому что если у тебя нет денег лечиться, ты будешь это тянуть до последнего. А потом уже может быть поздно. На все нужны деньги. Стремитесь к достатку, к независимости. Когда у вас появляются свои деньги, у вас и язык становится длиннее. Многие женщины терпят своих тиранов мужей, потому что им идти некуда. Потому что они не работают, потому что они не самостоятельные. Потому что за столько лет они не подумали, что надо и о себе думать, а не растворяться в своем муже. Потому что вложили всю себя в его карьеру, в его процветание. А он создал карьеру, а он поднялся и потом сказал, а что я тут потерял с этой старухой? Пойду-ка я найду себе молодое тело. И ушел. И она осталась ни с чем. И у нее нет ни денег, ни возможностей, ничего. Деньги дают возможности. А чтобы их заработать, нужно очень много трудиться. Нужно совершенствовать свою профессию. Всем удачи!